Привет, ребятки! Сегодня великий день, который сольет воедино как любителей хардкора, так и любителей электронной музыки. Потому что я расскажу вам о ярких британских парнях, чьи цепляющие ритмы пробуждают к жизни словно холодный душ после похмелья. Into Shikari. Англия. 1999 год. Кризис. Весь мир в панике, но трем парням Роттен Рейнольдс, Крис Баттон, Роб Рофф совершенно не до этого. Они собирают группу Hybrid, где Ра был на гитаре, Крис на басу, а Роб на ударных. Они выпускают EP, но успех не ждет их с распростертыми объятиями. Как-то вечером они сидят в баре, меланхолично давят свой пивас, но вдруг по телеку показывают это. И тут они прикинули, а что, если это совместить с этим? Смесь воистину убойная. После этого чуваки тут же меняют название, а теперь они Into Shikari. К ним приходит Лайм Клилоу, более известный как Рори, и берет на себя гитару, а Ра концентрируется на электронике. Так сформировалась фантастическая четверка. Само слово Shikari взято из пьесы, которую написал будущий вокалист Ра еще задолго до этого. Shikari, или по-русски охотник, был главным героем и являлся олицетворением позитивной агрессии. Рабабискит! Что за херня? Что случилось? Сама снимает. Я как? Во время 2003 и 2004 года ребята выпускают 3 демо-EP и пару синглов, которые можно было скачать с их сайта. Все свои ранние демо-записи парни фигачили в гараже Криса. Через некоторое время они скинулись на небольшой фургончик, чтобы путешествовать по Англии и выступать в клубах. И вот, назвав свою повозку Шикари Феррари, группа двигается вверх по лестнице к популярности. После года усиленных попыток быть замеченными, у Into Shikari наконец-таки появляются фанаты. Горькие слезы новичков наконец-таки стали менять свой вкус. Шикарята становятся звездами английской андерграундной сцены. Благодаря активной концертной деятельности группу наконец полюбили, и на концертах стало больше народу. Каждое выступление команды сопровождалось адским слэмом. Четыре года существуя, группа ни разу не выступила на больших площадках. И совсем не потому, что им не предоставляли шанса, а потому что группа сочла нужным не менять андерграундного стиля и продолжать выступать с молодыми командами. Август 2006-го, роковой месяц. Они выкладывают видео Mothership. Он становится синглом недели на iTunes. После этого выходит их первый диск количеством 1000 штук, который разлетается как квас в 50-градусную жару. Своим вторжением в музыкальный мир чуваки переворачивают представление о пост-хардкорной музыке с ног на голову. Следующим синглом Will Anything Can Happen in the Next Half Hour, вышедший в марте 2007 и достигший 5-й строчки в UK чарте.
Признаюсь честно, когда впервые услышал этот трек, то я плакал. Ставил на повтор, прибавлял громкости и снова плакал. До сих пор не знаю, что это было, но с того момента это одна из моих любимых команд. And I know that we've still got time, but I do not think we're invincible. Дебютный альбом Take to the Skies вышел 19 марта 2007 года и занял 4 место в том же UK-чарте. Альбом по большей части состоял из старых ремастерованных песен, выпущенных ранее. По словам менеджера группы Йена Джонсона, парни получили немало приглашений от лейблов-мейджеров с 6-значными суммами в контрактах. Видимо, у ребят нехилая сила воли, и они предпочли сохранить творческую независимость. И не прогадали. Первую же неделю, без массивной раскрутки и поддержанной только шумихой в интернет-блогах, Take to the Skies разошелся тиражом в 28 тысяч экземпляров. Если вы думаете, что Интершикари являются ярыми поклонники DIY движения, то знайте, что на самом деле они все делали больше из необходимости, а не потому, что им так хотелось. И в мыслях у них не висело лавровых венков. Парни просто делали свое дело. Возможно, поэтому их легко отличить от электрокорных групп, которые похожи друг на друга, как китайцы. Ребята до сих пор катаются на своем мини-венчике без всяких звездных понтов. Who goes there? He thinks he's safe, but we have banana bomb. Oh no! Quick rebuild! Почти целый год ребята проводят в турне по странам, в том числе и по Америке. И в августе 2008-го они выпускают сингл с очень коротким названием We Can't Breathe in Space, They Just Don't Want Us to Escape. We can breathe in space. They just don't want us to escape. Следующий альбом Common Dreads был представлен публике в 2009 году. По словам музыкантов, их детище гораздо более политизировано, чем прошлая пластинка. Намешав в этом альбоме кучу стилей, Интершикари получили не винегрет, а оригинальный и цепляющий материал, который четко выделяется на фоне многочисленных последователей. Также в феврале 2010-го выходит альбом Tribalism, который содержит в основном ремиксы и бисайды, поэтому на нем внимание заострять не будем. В слово «шикари» не зря вложен смысл позитивной агрессии. Команду отличают сильнейшее выступление, дикий мощь и угар, а также выплеск эмоций и полная отдача. В нашу пору миллионов крабкор групп, которые разучились таким вещам, это очень ценится. Парни признают, что больше всего любят громкие хардкорные рифаки, но все равно продолжают ставить эксперименты над всем, чем можно, показывая свое гениальное творчество со всех сторон. Ровно полгода назад вышел сингл Destabilize, цель которого раззадорить нас в ожидании нового альбома. А в ожидании его вы можете побаловаться бисайд проектом Рейнольдса под названием Roots, который исполняет музыку в стиле драм энд бейс, джангл, дабстеп. Победителем последнего конкурса стал
Победителем последнего конкурса стал Андрей из города Белгород. Он отгадал кассету «Дискотека Авария». И он получает в подарок альбом доброго старого дядюшки Фрэнки и вот эту вот арбузную феньку, которую я сделала сама. Носи на здоровье. Привет, меня зовут Артур, и я редактор текста. Слушай, Артур, тебя пацаны не поймут, на. Привет, меня зовут Артур, я редактор текстов. В этот раз у нас будет пробный конкурс. Если вы или ваши друзья умеют петь или играть на чем-то, то присылайте свои ролики, начинающиеся с фразы «Я сделал это для Нокиса». А победителя мы покажем в ближайшем выпуске. Ссылки на видео присылайте вот сюда. А для общего развития вот вам промо 3 клипов. Подписывайтесь, вступайте в группу, комментируйте и не забывайте слушать хорошую музыку. Всем пока! Вот так он это на видео снимает.